МЮ расторгнет контракт с Санчо. Реалу нужен Мауро Икарди. Ливерпуль разгромил Вест Хэм. Трансферные цели Барселоны. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Манчестер Юнайтед может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо. Как пишет Sky Sports, клуб планирует изменить политику в отношении игроков, на которых не рассчитывает. Теперь МЮ будет с большей готовностью идти на расторжение контрактов, и если такое решение пойдет на пользу клубу. В связи с ситуацией вокруг Джейдона, который с августа отстранен от МЮ из-за конфликта с Эриком Тен Хагом, в клубе состоялись обсуждения. Если продать Вингера не удастся, Юнайтед рассмотрит возможность разрыва отношений вместо того, чтобы попытаться отбить хотя бы часть из потраченных на трансфер 73 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что интерес к Санчо проявляют Лейпциг, Боруссия, Ювентус и другие европейские клубы. Каталонская Барселона нацелилась на трансфер нового полузащитника в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Жорди Гиля, синегранатовые держат на радаре двух итальянских хавбеков. Речь идет о полузащитнике туринского Ювентуса Адриене Рабьо, у которого летом заканчивается контракт, а также Марко Верратти, который минувшим летом перебрался в Аль-Араби из ПСЖ. Барселона до конца сезона потеряла своего основного хавбека Гави, который получил травму крестообразных связок колена. Ранее главный тренер Хави не исключил прибытие нового полузащитника в январе. Лондонский Брентфорд сообщил Арсеналу и Челси о том, что за трансфер нападающего Айвена Тоуни придется выложить внушительную сумму. По информации от Talksport, пчелы собираются выручить за англичанина огромные деньги. Напомню, что Тоуни не играл с весны из-за дисквалификации. В январе футболист вернется в строй и сможет выйти на поле. Тем не менее, несмотря на этот фактор, Брентфорд отказывается делать скидку. Клуб не хочет терять своего основного форварда посреди сезона. В прошлом сезоне Тоуни забил 20 голов в английской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что Брентфорд будет требовать за игрока 80-100 миллионов евро. По информации Фабрицио Романо, в Мадриде продолжаются дискуссии о необходимости подписать зимой центрального защитника. В совете директоров клуба есть кто-то, настаивающий на подписании ЦЗ, но другой человек считает, что сезон можно продолжить текущим составом, а в случае необходимости доверить место в центре обороны, например, Чуамени. Параллельно с этим сливочные продолжают следить за Йоро. Скауты клуба несколько раз посещали матчи Лиля, отсматривая игру 18-летнего защитника. Полузащитник Фулхэма Жуау Палинья в зимнее трансферное окно не перейдет в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг у себя в Твиттере. По информации источника, руководство мерсисайдцев приняло решение о нецелесообразности подобного приобретения. Ливерпуль ставит перед собой другие цели на трансферном рынке. Отмечается, что на португальского хавбека продолжают претендовать сразу несколько топ-клубов, среди которых Мюнхенская Бавария. Инсайдер Фабрицио Романо считает, что Манчестер Юнайтед вполне может провести насыщенную трансферную кампанию. Согласно информации, появившейся в английской прессе, Красные Дьяволы не планируют громких сделок в январское трансферное окно, несмотря на все трудности. По словам Романо, ситуация может обстоять иначе. Не верьте на 100%, когда говорят, что Манчестер Юнайтед ничего не сделают в январское трансферное окно. Они активно работают над потенциальными новыми подписаниями. Они разговаривают с агентами некоторых нападающих. Они поговорили с представителями Дониела Малина, Тима Вернера и Сиру Гираси. Центральный защитник также является позицией, на которую они могли бы приобрести игрока в январе, поведал инсайдер. Мадридский Реал вновь вернулся к идее с подписанием нападающего Галатасарая Мауро Икарди. Об этом сообщает издание Марка. По сведениям источника, Реал все же решил подписать Икарди в зимнее трансферное окно. Клуб из Мадрида готов арендовать аргентинского игрока с возможностью выкупа.
Ожидается, что он составит конкуренцию Хаселу в центре нападения. В ноябре уже появлялась информация о том, что Мауро может перейти в Реал, но позже эти слухи утихли. Действующее трудовое соглашение Икарди с Галатасараем рассчитано до лета 26-го. Нападающий сборной Бразилии Неймар не примет участие в Кубке Америки 2024 года, сообщил врач национальной команды Родриго Ласмар. Неймар получил разрыв крестообразной связки в октябре в матче за сборную Бразилии и впоследствии перенес операцию. Ожидаемое время восстановления игрока составляет около 10 месяцев. Говорить о возвращении Неймара слишком рано. Нет смысла пропускать важные шаги и идти на ненужный риск. Мы ждем, что он будет в строю к началу следующего сезона в Европе, то есть в августе. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении ранее 9 месяцев слишком преждевременно. Приводят слова Ласмара Reuters. Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Каталонская Барселона потеряла своего ведущего полузащитника Педри. 21-летний футболист получил повреждения во время тренировочного занятия. Как информируют журналисты АС, игрок прошел предварительное медобследование. По его результатам стало известно, что полузащитник пропустит 2-3 недели. Таким образом, Педри не поможет синегранатовым в ближайших матчах. Нападающий Атлетико Мадрид Антуан Гризманн повторил рекорд бывшего футболиста команды Луиса Арагонеса по голам за футбольный клуб. Во вторник в Мадриде Атлетико сыграл в ничью с Хетафе 3-3. Француз отметился дублем и довел общее число голов за команду до 173. Он сравнялся с Арагонесом в списке лучших бомбардиров мадридского клуба. Следующий гол выведет футболиста на чистое первое место. Арагонес выступал за Атлетико с 1964 по 1974 год. Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером Ноттингем Форест. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба. Нуну присоединяется к клубу по контракту на 2,5 года и проведет свой первый матч в субботу 23 декабря, когда Форест встретится с Борнмутом на Сити Граунд. Написано в заявлении клуба. Ранее специалист уже работал в английской премьер-лиге, возглавляя Вулверхэмптон. Вчера на Энфилде прошел матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии. На домашнем поле местный Ливерпуль принимал Вест Хэм. Игра завершилась разгромной победой команды Юргена Клоппа 5-1. Счет в матче был открыт на 28-й минуте после точного удара Доминика Сабослаи. На 56-й Кертис Джонс удвоил преимущество красных. Коди Гакпо забил на 71-й. На 77-й Джеред Боуэн отыграл один мяч. Но затем Ливерпуль забил дважды. Мохаммед Салах на 82-й и снова Джонс на 84-й. Таким образом, Ливерпуль вышел в 1/2 финала Кубка Английской лиги.